Владимиру Зеленскому не понравятся прогнозы, которые уже сейчас дают генералы его армии. Военное командование Украины уже смирилось с потерей Донбасса и даже обозначило сроки полного освобождения региона русской армией. Пока Зеленский продолжает настаивать на границах 1991 года, его собственные военачальники за кулисами обсуждают неизбежный крах фронта. Всех приветствую. С вами Александр. Подписывайтесь, пишите комментарии. Заранее спасибо и продолжаем. Россия продолжает активные наступательные действия по всей линии фронта. На ключевых направлениях ведутся ожесточенные бои, Украина пытается сопротивляться, но не выдерживает натиска и оставляет опорные пункты и выгодные позиции. При этом Владимир Зеленский и слышать не хочет о том, чтобы пойти на какие-либо уступки для заключения мирной сделки с Россией. Вопрос принадлежности Донбасса. Несмотря на реальное положение дел, он не хочет обсуждать, а вот его генералы уже смирились. Военное командование украинской армии обозначило более ранние сроки полного освобождения территории Донбасса русской армией, чем называют мировые эксперты. Украинский политолог Руслан Бортник указал, что уже к осени регион будет полностью под контролем России, и этому способствуют два фактора. Мы не успеем создать запасы вооружений, логистика будет находиться под последним давлением, что сможет сказываться на фронте. То есть российское наступление может ускориться. И Россия, там, например, может захватить Донбасс не до конца этого года, а об этом говорят наши генералы за кулисами. Что такой средний прогноз: до конца 2026 года Россия может захватить остатки Донецкой области, а захватить их там состоянием на середину осени, на несколько месяцев быстрее. Одной из главных причин панических прогнозов в Генштабе украинской армии является критическая ситуация с противовоздушной обороной. По мнению Бортника, если конфликт на Ближнем Востоке затянется до осени, поставки вооружений практически прекратятся. Соединенные Штаты уже смещают фокус внимания, и Украина перестает быть приоритетом номер один. Хотя Зеленский колесит по миру и пытается сделать так, чтобы фокус внимания не пропадал, но все его попытки обернулись провалом. Нету обещанных кредитов и вооружений. Генералы признают, армия истощена не только технически, но и психологически. Отсутствие четких сроков ротации и мобилизация тех, кто не хочет или не может воевать, создают гремучую смесь. Пока в Киеве заявляют о 100 миллионах потенциальных солдат, реальность такова, что фронт держится на пределе возможностей. Бортник подчеркивает, когда люди видят, что служба – это билет в один конец, мотивация падает до нуля, а случай дезертирства становится системной проблемой, которую уже невозможно скрывать. Шокирующие данные публикуют и западные СМИ. Оказывается, европейские лидеры в беседах признают, помощь Киеву – это не вопрос солидарности, а попытка выиграть время для перевооружения собственных армий. Украину превращают в буферную зону, которую готовы сжечь ради безопасности Брюсселя и Парижа. Это понимание уже просочилось в высшие офицерские круги Украины, вызывая глухое недовольство политикой Зеленского, который продолжает требовать невозможного. Существует информация, что через закрытые дипломатические каналы Киеву передали американский дедлайн – 1 июня. Если к этой дате не начнется переговорный процесс, Россия выдвинет новые, еще более жесткие требования. Речь идет уже не только о Донецкой области, но и о выходе Украины из Запорожья, а также о полном запрете на вступление в Евросоюз. Пока Зеленский записывает очередные видеообращения, его генералы уже рисуют карты без Донбасса. Разрыв между фантазиями офиса президента и суровой реальностью достиг точки невозврата. Вопрос лишь в том, что рухнет раньше – фронт на Востоке или политическая система в Киеве под грузом собственных невыполнимых обещаний. Донбасс уже фактически списан со счетов военными, и это правда, которую Зеленский боится озвучить своему народу. Вот такие новости, друзья. С вами был Александр, жду вашего мнения в комментариях, подписывайтесь, ставьте лайк и будем вместе следить за мировыми новостями. До скорой встречи. Пока-пока.